Всем привет! Готовлю сегодня очень вкусный кабачковый рулет. Рулет просто шедевр. Сначала требуется разрезать филе курицы. У меня есть два филе курицы, вот такие примерно грамм на 350. Разрезаю пополам каждое филе. Так, я его солю. Перчу. Персить можно только с одной стороны. У меня смесь 4 перцев. Теперь мне нужно филе отбить. Накрываю целлофаном, чтобы не было брызг, и отбиваю. Отбиваем хорошо, чтобы расплющить филе в тонкий пласт. И повторяем процедуру с другой стороны. Филе получаются тоненькие. И оставляю их полежать полчаса примерно. Отрезаю попку кабачка и натираю на крупной терке. Кабачок я солю и перекладываю в дуршлаг, который вот у меня стоит на кастрюле, чтобы кабачок дал сок. Лишний сок мы сольем, но не будем стараться отжимать кабачок. Просто тот, который стечет, тот стечет. Вот так я его перемешала. И пусть он тоже немножко постоит. Тем временем я поджарю сырокопченый бекон. Немного. 4 штучки. Вот так вот. Я не буду сильно бекон зажаривать. Вот сейчас немного со второй стороны он немножко оттает. Вот такой кусочек 150 грамм я потру. Сыр я использую моцареллу, ту, которую использую для пиццы. Также мне потребуются грибы маринованные. У меня маринованные шампиньоны. Сейчас я открою баночку. Думаю, что бекон можно снимать. Я не стала совсем сильно зажаривать, чтобы он потом еще отдал нам свою сочность в рулете. Теперь я хочу обжарить лук. Тем временем кабачки уже постояли. Я их вот так чуть-чуть придавлю, чтобы лишний сок убрать, но не сильно. Мне потребуется 3 яйца. Белок я оставлю. Буду взбивать его отдельно.
кабачок с желтками и теперь перемешиваю. Лук стал прозрачным, и я его выключаю. Оставляю на сковородке, он еще немножко дойдет. Теперь мне потребуется 2 ложки кукурузного крахмала. Я сейчас сразу включу духовку, чтобы она нагревалась, и подготовлю противень. Я постелила кальку на противень. И теперь я ее смажу растительным маслом. Белки взбиваем в последнюю очередь, чтобы они не опали. Сразу их немного посолю. Теперь я перекладываю белки к кабачкам и аккуратно перемешиваю. Теперь я выкладываю кабачковое тесто на подготовленный противень. Аккуратно разравниваем все тесто и ставим в нагретую духовку выпекать при температуре 180 градусов 15 минут. Потребуется мне также пучок укропа. Я его помыла и сейчас я его порежу. Также мне потребуется 2 столовые ложки сметаны для смазывания курицы. И я добавлю в сметану 2 зубчика чеснока. Рулет мой готов. Я его пекла всего 15 минут. Вот он хорошо отделяется. И пока он еще горячий и не застыл, я его сейчас фарширую. Я кладу лучок. Нашу курочку. Она полежала. Она немножко просолилась. Ну, тут прям вот так вот сырьем. Сметаны. Теперь я положу грибы, примерно половину банки, что у меня было. Теперь бекончик. Теперь я посыпаю сыром. Для запекания мне очень нравится сыр моцарелла. Она хорошо расплавляется и остается очень нежной. Поэтому рулет с таким сыром будет гораздо вкуснее, чем с каким-то другим сыром. Хотя, в принципе, вы можете заменить сыр моцарелла на любой другой. И сверху укропом. Мне нужно аккуратно рулет свернуть. Да, это будет достаточно сложно.
Но оказалось не так уж и сложно. Переворачиваем рулет так, чтобы шов был внизу. Я добавлю еще кальки, чтобы завернуть этот рулет. Хорошо. Хочу немного уточнить. То, что я по привычке называю калькой, на самом деле это бумага для выпечки с силиконовым покрытием. Изумительно для выпечки. К ней ничего не прилипает. Так что я вам рекомендую пользоваться именно такой бумагой. Стараюсь завернуть туго, чтобы он никуда не расходился. И ставлю снова в духовку. Вот такой сковородке я поставлю в духовку. Я достала рулет из духовки. Он еще горячий. И я ему даю остыть вот так вот, не разворачивая, пусть остывает в кальке. А потом я его разрежу, и мы посмотрим, какой он получился. Прошло где-то полчаса, и хотя еще не совсем остыл рулет, но мне уже не терпится посмотреть, что у нас получилось. Сейчас я его разверну. Так, и мне нужно его переложить на какую-то тарелочку. Рулет пекся у нас в духовке при температуре 180 градусов 25 минут. И я надеюсь, курица у нас готова. Вот такой красавец получился. Вот такой получился рулет. Ой. Сейчас я его покушаю. Это очень вкусно. Смотрите, курочка очень нежная, она пропеклась. Рулет просто фантастический. Рулет получился настолько сочный, просто восторг. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.